Да вы уже полгода едете, никак не доедете. Мне что, скажете, облздрав подключить, чтобы вы зашевелились наконец? Короче так, давайте, либо вы срочно решаете эту ситуацию, либо мы заканчиваем наши доверительные отношения. Здравствуйте. Вы не подскажете, где доктора Земцова найти? Он принимает в женской консультации. Прямо по коридору, лифт на 2-й этаж. Хорошо. Хорошо. Спасибо, благодарю. Елизавета Юрьевна, почта. Спасибо, Олесь. Скажите, а сантехники уже пришли? Да, они ремонтируют туалет в гинекологии. Пускай потом посмотрят батарею в помещении для томографа. Хорошо. Томограф сегодня опять не привезут. Доктор, это климакс так проявляется. Аникеева, вы беременны 8 недель. Присаживайтесь. А что же мне делать? Вам 48 лет. Ну, сами понимаете. Надо рожать. Рожать? Работа. Ну, вот работу придется оставить. Вы у нас кто? Маляр. Ну и прекрасно. Напишем вам специальную выписку с четкой формулировкой. Перевод на легкий труд. Да нет на стройке легкого труда. Вот увольняться придется. А жить как? Ну, мужа придется поднапрячься. А нет у меня мужа. Мужчина, Леонид. Ну, мы живем уже полгода. Но не расписано. Ну вот посоветуйтесь с Леонидом. Да он обрадуется, я и так знаю. У него детей нет. Да у меня взрослая дочка и внучка. Поговорите с семьей. Поддержка близких – большое дело. И с решением не затягивайте. Доктор, а вы как думаете? Нужно пройти полное обследование. Ну, мы всегда за жизнь. Вы угощайтесь. Спасибо. Как у Оли настроение? Домой рвется? Скажите, пускай потерпит. Курс терапии нужно закончить. У Оли все в порядке. Сегодня счастливый отец приезжает. Ждет, не дождется. Я вот что подумал. Надо бы отпраздновать рождение моего внука в каком-нибудь хорошем ресторане. Не составите ли мне компанию, а? Елизавета Юрьевна? А в качестве кого? В качестве хорошего врача, который принимал роды у моей дочери. Ну, у вашей дочери роды принимал хороший доктор Земцов. Ну что ж, пригласим и Земцова. Но и вы тоже обязательно. Я боюсь, что у меня не получится. Сейчас неприятности никак не доставят томограф, а деньги уже проплатили. И... В общем, не до ресторанов. А какая фирма занимается? Медтехника. Сейчас попробуем что-нибудь для вас сделать. Алло. Начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны. Генерал Ракитин. Извини, опоздал немного. Лень, я беременна. Вот это подарок к 50-летию. Нужно гантели купить. Какие гантели? Обыкновенные. Зарядку делать. Но ведь мы теперь просто обязаны долго жить. Мы должны поставить на ноги нашего мальчика или девочку, неважно. Лёнь, тебе мало тех журналов, которые ты таскаешь каждый день на раскладку, Лёнь. Да я еще больше готов таскать. Слушай,
Я вот думаю, одной точки по продаже прессы маловато будет. Нужно еще парочку открыть. Погоди. Я буду расширяться и больше зарабатывать. Лёд, Да. рожаем. Обязательно. Об аборте даже не смей думать. Да? Хорошо, буду тебе очень благодарен. Отлично, я буду ждать. Ну вот. А когда получите томограф, пойдете со мной в ресторан? Посмотрим. О, здорово, Сань. Здорово. Ты сейчас примчал, что-то срочное? Да. Ну, всегда у тебя так все горит. Кофейку, может? Да, нет. Такое дело. Хорошо, что ты меня остановился. Когти рву в командировку на неделю, а лорда некому выгулять, так что держи. Ну, не переживай, так погуляю с твоим лордом. И вот еще. Это тебе. Слушай, Саня, у меня сейчас с деньгами не очень. Да расслабься ты, потом разберемся. Спасибо. И еще одно. Я тут имейл из Томска от Карасева получил. Говорит, что бывшая, наводит о тебе справки. Это закрытая тема. Ну, в смысле, закрыли, больше к ней не возвращаемся. Зря. Может, о пацане что-то узнал. Слушай, Сань, я вообще освободился. Может, тебя проводить? Ты далеко собрался-то? Ну, не очень далеко, но проводи. Здрасте, Лидия Андреевна. Можете телохранителя здесь оставить? С точки. Пойдемте, вас провожу. Как себя чувствуете? Да? Ну, слава богу. Надя, Бабушка, привет, а что ты тут делаешь? я у врача была, а ты? А я подружку жду, Ингу. Она у гинеколога. А уроки? Ты из-за подружки школу прогуливаешь? Ба, у меня вторая смена. Ты пообедать успеешь? А у нас дома шаром покати. Суп твой съели, блины закончились. Обязательно перед уроками пообедай. Я к вам вечером зайду. Приготовлю что-нибудь вкусненькое. Ну, все, пока. Там Леонид в кафе дожидается. Все. Лидия Андреевна, вижу маленькую проблемку, буквально крошечную. Но я уверен, что мы с ней успешно справимся. Пугаете вы меня, Альберт Александрович. Присаживайтесь. Лидия Андреевна, ничего страшного. Микроскопическая эрозия. Ну, вы же не из тех, кто будет доводить свою болезнь до критического состояния. Но откуда у меня эта эрозия? Причин может быть масса. Снижение иммунитета, инфекция, воспаление. Мы получим результаты анализов, я назначу вам эффективное лечение, и через месяц вы обо всем забудете. Спасибо, Альберт Александрович. Ну что, Лидия Андреевна, ну я же здесь работаю, зарплату получаю. Знаю я ваши зарплаты. Курам насмех. Вот возьмите и увеличьте мне ее. А от меня это не зависит. Ну, насколько я знаю, что вы с Екатериной Сергеевной Савчук хорошо знакомы. Мы подруги, а что? Дело в том, что у нас в ближайшее время освобождается место заведующего женской консультацией. И вот тут как раз все заведется Савчук. Достаточно одного звонка Начмеду Филатовой. Всего-то нет проблем. Считайте, что вы уже заведующий. Да, Можно? прием закончен. Ну, пожалуйста, у меня дело на секунду. Нет таких дел на секунду. Так а вы мне только направление на аборт дайте, и все. Никто вам ничего просто так давать не будет. Понятно? Сколько вам лет, барышня?
А вы не имеете права мне отказать. 36-я статья законодательства Российской Федерации. А мне уже 16. Еще там написано про врачебную тайну. Вы не имеете права моим родителям ничего сообщать. Так. Прошу вас, милая барышня, приходите завтра. Сначала обследование. Прошу. Всего доброго. Законодательство. Спи, мой хороший. Сил набирайся. Здравствуйте. Здрасте. Спит? Спит. А мамочка где? На процедурах. Понятно. А вы все никак внукам не налюбуетесь. Ну да. А я постель пока поменяю. Делайте, что считаете нужным. Вы тут маршал. О, и правда, марширую целый день. К концу дня ног вообще не чувствую, устаю. Слушайте, давайте я вам помогу. Вы это белье собирайте, а я грязное белье в наволочку буду складывать. Вы что, серьезно? Вы не белоручка. Вита Игоревна, как освободитесь, зайдите ко мне. Тихо. Начальник ваш. Самый главный. А значит, рожаем? Правильно. Так. Так. Ну, еще и боли внизу живота давно. 3-й день. Я очень волнуюсь. Еще у меня выделение. Это очень опасно. Да ничего хорошего. И боль внизу живота тоже плохо. Поэтому положим вас в стационар, чтобы все не закончилось выкидышем. Направление я напишу. Ну, раз надо. А можно завтра с утра? Я с работы улажу и к девочкам зайду. Завтра, с самого утра. До свидания, доктор. До свидания. Спасибо. А, Вита, скажи, пожалуйста, кто сегодня вечером в родильном дежурит? Ага. Ясно, спасибо. Приятного. Ты что такой кислый? Да Вита ведет себя как. Ракитин этот только появился, все, она уже возле него вьется. Новенький не успел прийти, она уже с ним любезничает. Минутка свободно есть, она шасть и к Думанскому. Или кофейком его у себя угощает. Лёва, а ты в отпуске давно был? Не помню, давно. Ну, теперь смотри. Репродуктология – 1, лаборатория – 2, диссертация – 3, развод – 4, женитьба – 5, ночные дежурства – 6. Я уже не говорю про такую мелочь, как воспитание детей. Так а при чем тут отпуск? Лёва, ты сходишь с ума. И твоя ревность к Вите – это первый признак шизофрении. Да ну тебя. Что да ну тебя? Скажи, пожалуйста, ты вот до того, как на ней женился, какие-то подобные вещи с ее стороны замечал? Нет. Вот. И что мне теперь делать? По утрам в парке бегать с детьми. И все будет хорошо. И работаем, Лёва, работаем. Бег. По утрам. Да-да, иду. А вы что-то закрываетесь, коллега? Дверь захлопнулась. Я уж думал, вы тут с дамой. В даме я как раз направляюсь. В 8-й палате у роженицы схватки участились.
Вот еще что, Максим Викторович, я к тебе девочку в отделение направил. Посмотри, пожалуйста, да? Срок 9 недель. Так. А Никеева, да? Да. Настаивать на аборте. Слушай, Валентин Иванович, у меня аборты расписаны на целую неделю вперед. Ну, вот и прекрасно. Я как раз ей на завтра УЗИ назначил. Посмотри. Ну, 16 лет, в конце концов. Резус отрицательный. Ну, какое может быть прерывание? Вань, ну ты кого слушаешь? Я Олега Петренко уже несколько месяцев не видела. Ну и что Стас сказал? Ну, не знаю. Может, завтра освобожусь. Я... Тук-тук, как настроение? Я тебе соседку привела. Вот ваша кровать, Аникеева. Это, кстати, тоже Аникеева. Вы не родственницы? Внучка моя. Ну, вот тебе бабушка Юрьев день. Ну, ничего, зато будет кому поддержать после аборта. А когда? Ну, это тебе доктор скажет. А завтра в 10 утра на УЗИ. Не забыла? Ладно, вы разбирайтесь здесь. Я пошла. Ты беременная? Все, спасибо, что подвез я быстро. Я только узнаю, в каком отделении Надя лежит и, ну, что произошло. Стоп. Я не понял. Ты же сказала, Надя в тяжелом состоянии. Значит, я бросаю все дела, везу тебя в больницу в рабочее время, а ты, оказывается, сама ничего не знаешь. Игоречек, ну я же не только твой секретарь. Я думала, наши отношения дают мне право. Надюшенька, какой аборт, детка? Ну, не начинай. Я уже все решила. Да если бы с тобой тут не пересеклись, никто бы вообще ничего не узнал. Ну, а с тобой-то что? Что-то по-женски? Ребенка я жду. Офигеть. Я еду в офис. Игорь, умоляю. И тебе советую поторопиться. В рабочее время ты в первую очередь мой секретарь. Игоречек, ну я действительно... Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А скажите, в каком отделении Надежда Аникеева лежит? Аникеева? Да. Просто рок какой-то. Я в 16 родила. Мама твоя тоже. Отец кто? Парень твой, Иван? Серьезный вроде, приличный. И семья хорошая. Ну, не знает ничего. Я решила никому не говорить, просто сделать аборт и все. Надя, ну как так можно, ну? Да поговори ты с ним обязательно. Боюсь. Ну, а вдруг он меня бросит? Если любит, то будет только рад. Поговори. Мама? А ты как узнала, что Надя в больнице? Так. Значит, бабушке ты позвонила, а родной матери наврала, что будешь ночевать у Инги. А я встретила Ингу. Мам. Что, ма? Я с работы сорвалась. Что случилось? Ничего. Надя, пожалуйста, хватит трепать нервы. Почему тебя положили в больницу? Ты беременна? И что? Убьешь? Допрыгалась, да? Вся в тебя. Ты бессовестная малолетка. Рита! Ты не дома. Ну что ты на меня так смотришь? Бабушка, кстати, тоже беременна. Так что у тебя скоро сестра появится или брат. Мама. Это правда.
вы делаете со мной? Объясните. Мам. Ну, хватит, мам, ну... Я сделаю аборт, и все будет как прежде, мам, ну... Рита, идем поговорим. Нам не о чем говорить, понимаешь? Просто убить. Не ругай ее, Рита. Ну, не поможет. Ведь она и аборт хотела сделать, чтобы никто не знал. Отговорить ее нужно. Это все из-за твоей любви на старости лет. Пока жила с нами, хоть как-то за Надей присматривала. Как переехала к этому своему Леониду Петровичу. Тогда совсем от рук отбилась. А мне когда за ней следить? Когда я с утра до ночи на работе пошу, как проклятая. Может, еще поговорим с родителями Ивана? Они же вроде приличные люди. Поймут. Может, поженим еще. Ну какое поженим, мама? Ну а ты? В свои-то годы? Ну ты что, серьезно собралась рожать, что ли? Мы с Леонидом так решили. Прекрасно. Уговори Надю не делать аборт. Сердобольно это наше. А кто будет нянчить ее ребенка, если ты своего родишь? Мне с работы увольняться. Мы с голоду подохнем все, понимаешь? Рит. Игорь, я еще в больнице. Что? Да, я иду. Я отвечу, можно? Да. Алло? Да, скоро. Ну, подожди. Ну, как дела у нас, коллега? 9-10 недель. Размер плодного яйца соответствует сроку. Никаких отклонений не вижу. Теперь можно делать аборт? А ты уже хорошо подумала, да? У тебя резус отрицательный. Ты знаешь, чем это чревато? Мне зав. Женской консультации уже объяснял. Уже объяснял. И главное же, беременность развивается отлично. После аборта только будешь мечтать о таком. Ну, что ж такая упрямая, а? Тебя что, кто-то бросил, обидел кто-то? Никто меня не бросил. Уходить можно? Может. Я даю тебе еще один день хорошо подумать. Потом же будешь сама жалеть. Ладно, я подумаю. Уже иду. Давно ждешь? Нет. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо, Лень. А глаза почему на мокром месте, а? Знаешь, кто со мной в палате лежит? Надя моя. Беременна. Аборт хочет делать. Всю ночь не спала. Думала. Что делать? Беречь себя надо, не волноваться. Слушай, ну отпусти ты их, а? Все, выросли уже. А ты им все деньги суешь. Супчики варишь, а они и рады стараться. Лёнь. Ну что, Лёнь? Что, Лёня? Пора им жить своим умом. У меня будет ребенок. Прикалываешься? Наш ребенок. Я не хочу никакого ребенка. У меня другие планы и вообще. Пару раз переспали, это еще не любовь. Значит, ты без любви со мной? Просто так? Погоди. Ну чего ты? Давай как-то выруливать.
Сделай аборт. За него платить надо. Я денег раздобуду. Потом. Да пошел ты. Можно? Да. Добрый день. Я мама Нади Аникеевой. Очень хорошо, что вы зашли. Очень хорошо. Присаживайтесь. Спасибо, я постою. Я говорил с вашей бабушкой, но думаю, что вы как мать имеете больше влияния на дочь. Но это не про нас. Надя чересчур самостоятельной стала. Понимаю. Я пришла узнать, аборт ей когда делать будут? И вы туда же. Мне казалось, что в 16 лет девочке сложно понять, что такое отрицательный резус-фактор. Но вы-то взрослая женщина. У нее отрицательный резус-фактор? А вы не знали? Нет. Ну что ж, присядьте. Жить не хочу. Ничего не хочу. Уйдите все, не трогайте меня. Ну, хватит, все. Надо успокоиться. Ты же не одна. Хуже не бывает. У нее отрицательный резус-фактор. Если она сделает аборт, Аборта не будет. Мы справимся. И Иван одумается. Даже не вспоминайте о нем. Ненавижу его. Ненавижу, никогда не прощу. Это только мама все своему любовничку прощает. А он об нее ноги вытирает. Надь, что ты говоришь вообще? Да если бы не Игорю, он деньгами помогает постоянно. И развестись обещал 2 года назад. Не надо, девочки, не надо. А как надо? Бабушка, как надо? Я уже послушала тебя. Поговори с ним. Поговорила. Не нужна я ему с ребенком. И ты зудишь, жить не за что. Надюша. Надечка. Ну, я что, зла тебе желаю, да? Я враг тебе, Надь. Подожди. Игоречек, у меня беда, нам поговорить нужно. До свидания. До свидания, Елизавета Юрьевна. Платон Ильич, вы сегодня ночью в патологии, Да, а завтра в родильном. но не впервой. Нам бы завтра родильном найти в женскую консультацию. Ничего, станет полегче. До завтра. Спокойного дежурства. Спасибо. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. У вас тахикардия? Да. Так, вот это верну при выписке. Нестерова, почему на головную боль не жалуетесь? У вас же голова болит. Кто терпит страдания и благодарит, тот венец мученический получает. Очень хорошо. Запоминайте, что я буду делать. Сначала массируем шею. Угу. Вот так. Потом большие пальцы. Вот здесь. Вот так. Запомнили? Да. Головная боль пройдет. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Бабушка,
Ты спишь? Не сплю. Ты тоже любила, когда забеременела в 16? Очень. А он? Поматросил и бросил. Жить не хотела. А потом, когда узнала, что беременна, подумала, как же я и ребенка своего. И никогда не жалела? И мама твоя, когда пришла в слезах и сказала, что хочет делать аборт, я ее на коленях уговаривала. И что же у нас за семья-то такая? Влюбляемся, они... Ваня, представляешь, сказал, что не любил меня. Ну и забудь о нем. Ты, главное, по-другому не ошибись. Угу. Родите, как вы с мамой. Всю жизнь на своего ребенка пахать. Ну, кто тебе сказал, что ты всю жизнь будешь одна? Вот я встретила Леонида. И счастлива. И мама твоя с Игорем. Хоть ты его и не любишь. И ты будешь счастлива. Давай, ложись спать. Доброй ночи, коллега. Вы в патологии? А я в родильном. Запах странный. Сейчас проветрю. Платон Ильич, я тут Блюта, Бенсона полистал. Все понять хочу. Как вы ставите диагноз без УЗИ? Зачем вам? Ну как зачем? Ну, вы знаете, и я знать должен. Сутейцай хочешь? Чаю? А это он так воняет? Нет, я... Спасибо. Да ладно, попробуй. Ну, чуть-чуть. Обстановка здесь неподходящая для уроков по тибетской диагностике. Так, а что для этого нужно? Может... Не. Мороз нужен. Градусов 50. Ветер 25 метров в секунду. И на 1000 километров ни души. А возле укутанной в шкуру роженицы двое. Ты и смерть. Кто кого? Так, а что же можно сделать без лекарств? У тебя аппарат УЗИ есть. Не забивай себе этим голову. А мне нравится этот сукин сай. Нестерова, лекарт отмени. У нее от нитратов голова болит. Но она не жаловалась. Она верующая. Воспринимает боль как знак Божий. А главную боль, как известно, коллега, терпеть нельзя. Так а что же делать, если она ничего не говорит? Чувствовать. Чего? Ее боль. Игорь тебя уволил? Вот сволочь. Что ж ты к нам не пришла? А я к родителям Ивана ходила. Мам, ну кто тебя просил? И что? А ничего. О ребенке слышать не хотят. Верят сыну. Ну, а он сказал, Надя не от него забеременела. Он так сказал? Гад. Назло ему рожу. Давай, рожай. Сядем с тобой на паперти с протянутой рукой. Да. Это бабушка у нас
счастливая. Бабушка у нас цветет и пахнет. Ее вот с ребенком Леонид Петрович будет содержать. А нас с тобой содержать некому. Ай, черт. Голова кругом. Рожать нельзя. Аборт делать нельзя. Как захочу, так и будет. И ты ничего не сможешь сделать. Да? А в подоле кому ты принесешь ребенка? Ивану своему? Ага, мне. Хорошо, вся семья в сборе. И мама. Ну что решила, Никеева? Ну, в общем, аборт. Ну что ж, готовься. Сделаем завтра. Сегодня слишком много желающих. Лизавета Юрьевна, ну вот так. Что? График дежурств. Жизнь внесла коррективы в наш график. Заболотин заболел. Когда? Только что пришел ко мне с температурой, весь в соплях. Говорит, за 2 дня попытаюсь встать на ноги. А эти 2 дня мне кто вместо него будет в отделении? Мы сейчас что-нибудь придумаем. Вот, Леву можно попросить. А Лева из центра репродуктологии не вылазит. У него очередь на месяц вперед. Тогда Дыбенко можно напрячь. Ну, он и так на разрыв. Он и в родильном, и на УЗИ. Ну, хотите я? Вита Игоревна, ну ты все можешь. Мы не будем этим пользоваться. Да. Елизавета Юрьевна, я в родильном дежурил. Хочу предупредить, там девочка поступила со слабой родовой деятельностью. Я передал Андрею, чтобы кесарил. А почему? Патология сетчатки может ослепнуть. А Платон Ильич, у нас тут форс-мажор, Заболотин заболел. Я понимаю, вы 2 сутки в больнице, но совершенно некому дежурить в гинекологии. Отдежурю. Я понимаю, вы устали. Впереди ночь, отдохну. Спасибо. Золотой человек. Ты. Ну, по домам? Ой, по домам. Скорее бы утро. Аборты нафиг все сопли. А Ваньке скажу, пошутила. Испытать тебя хотела, а ты такой мне не нужен. Ничего. Закончу школу, а там видно будет. Ба, ты спишь? Нет. А с другой стороны, так страшно. Ребенок, он ведь живой. Я бы девочку хотела. А правда, что у меня после аборта дети уже вряд ли будут? А? Ну почему ты молчишь? Да так, вспомнилось. Ты когда маленькая была, я тебе всегда сказку читала о красной шапочке. И когда волк глотал бабушку, ты всегда плакал. Максим Викторович. Он заболел. Сегодня в гинекологии я дежурю. Как самочувствие, Никеева? Что, беспокоит? Я аборт решила сделать. Не понял. Я уговорила внучку не делать аборт. И сказала, всем помогу. У меня нет другого выхода. Вы хорошо подумали? Мне будет хорошо, а они... Как отдежурили, коллега? По скорой роженицу привезли. Со слабой родовой деятельностью. Так вот, Земцов на нее только глянул и сразу говорит, нужно кесарить. И действительно оказалась патология сетчатки. Как он это видит, я не знаю.
Так у него, видимо, чакры открываются под воздействием внешних сил. Что вы там ищете, Альберт Александрович? Так вот, их высшие силы ищу. Ой. О, здрасте. Маму ждете? Я позову. Погоди. Давно хотел сказать. Вы с Надей, в общем, не грузите Зою своими проблемами. Дайте ей пожить нормально. Неужели не понимаете? Мы от мамы ничего не требуем. Она переживает за вас. А ей нервничать нельзя. Рита, ну ты же взрослая женщина. Ну возьми ты ситуацию с дочерью в свои руки. Не грузи, мать. Я как раз этим сейчас и занимаюсь. Ой, извините, не подскажете, Надя Аникеева еще не сделали аборт? Сделали. Только не Надя, а Зоя Аникеевой. Это не я. Я не просила ее об этом. Ба, тебе больно? Ничего, Наденька. Все будет хорошо. Ты родишь, выучишься. Обязательно встретишь хорошего человека. Жизнь всегда дает много шансов. А с малышом мы тебе поможем. Да, Игорь? Да, я еду. Лиза. Ура. Лиза, томограф привезли. Директор этой медтехники лично приехал, чтобы извиниться и лично проконтролировать установку. Я не верил. Да, Филатова. Ну, конечно, помню. Да. Сначала томограф, потом ресторан. Я тебе перезвоню. Лёва, а что ты стоишь? Что ты стоишь? Вперед, иди, принимай извинения и сам проследи за установкой и подключением. Так я же не понимаю в нем ничего. Я тоже, Лёва. Я тоже в этом ничего не понимаю. Но кто-то же должен. Ну да.